Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как добавить в Home Assistant инвертор AFOR. В моем случае это гибридный инвертор на 5 киловатт. Для начала вам нужен будет Wi-Fi стик, который идет в комплекте, который передает в SolarMan все данные. Данная интеграция, она не будет работать через сервера SolarMan, которые не отличаются оперативностью обновления информации, а напрямую будет связываться в вашей внутренней сети со стиком и получать данные прямо со стика. Для начала вам нужно определить IP-адрес самого Wi-Fi стика в вашей внутренней сети. Если у вас Linux или Mac, вы можете воспользоваться командой nmap. Данная утилита, она не входит в комплект, вы можете ее установить через пакеты. Вот. Если у вас Windows, можете скачать любую программу, там сканер IP-адресов и в вашей внутренней сети просто просканировать все адреса и найти Wi-Fi стик. Его можно определить сразу, потому что у него будет открыт 80-й порт. Если у вас есть установленный Python, или вы сами можете установить Python и воспользоваться вот такой вот утилиткой. Для этого не надо знать программирование, просто скачиваете этот код, запускаете в Python, и в принципе эта утилитка выдаст вам сразу IP-адрес, MAC-адрес, серийный номер вашего стика, вашей сети. Вот. После того, как мы определили IP-адрес, также мы узнаем в этих же утилитках и MAC-адрес. Вам нужно зайти в ваш роутер Wi-Fi или просто обычный роутер и в разделе DHCP закрепить определенный IP-адрес за вашим стиком. Потому что после каждой перезагрузки или роутера, или стика DHCP в вашем роутере будет выдавать каждый раз новый IP-адрес вашему стику. Нам этого не нужно, нам нужно, чтобы всегда IP-адрес был статичный. Поэтому, в зависимости от того, какой у вас роутер, настройки могут быть разные. По факту во всех роутерах вам понадобится всего лишь IP-адрес и MAC-адрес. Просто добавляете, какой IP-адрес будет закреплен за вашим Wi-Fi стиком. И по MAC-адресу добавляете определенную запись. Так, после этого мы должны определить серийный номер на вашем стике. Он, в принципе, на наклейке изображен. Если вам лень, вы можете просто перейти в приложение SolarMan и в разделе Device там будет, собственно, серийный номер вашего Wi-Fi стика. Именно Wi-Fi стика, а не серийный номер инвертора. Это главное. Можно просто перейти по IP-адресу вашего стика. В моем случае это 200-й IP-адрес. Он предложит ввести юзернейм и password. По умолчанию админ-админ. И вот здесь в информации вот будет серийный номер. Device Serial Number. Вот. Так. Определили это все. После этого переходим непосредственно в сам Home Assistant. Для начала у вас должен быть установлен файловый менеджер SSH клиент, чтобы установить HACS. Я не буду рассказывать, как устанавливать HACS. Вы можете найти в любой инструкции. Собственно, там ничего делать не надо. Две кнопки клацнуть и все. Вот, когда у вас все уже HACS установлен, вам нужно установить само дополнение SolarMan. Вот это приложение, этот репозиторий. В общем, берем, копируем этот репозиторий и через HACS, через интеграции, вот тут, через добавление репозитория мы сюда вставляем, да, и, собственно, там выбираем Integration, добавляем с SolarMan интеграцию. После того, как вы установили интеграцию, добавили интеграцию FACS, переходим в настройки, Device Service, Add Integration, и пишем здесь SolarMan.
у меня уже есть, вы добавляете, оно там предложит ввести какие-то данные, вы можете ввести пока что левые данные, можете ввести нормальные данные. Сейчас оно высветится вот такое вот окошко. Главное вот здесь вот, где будет Salarman, написать Afor, как название, собственно, бренда. Это не имеет значения, но просто в дальнейшем это будет влиять на название сенсоров. Host IP. Вводим IP-адрес вашего донгла, device serial number, сюда серийный код вбиваем. Вот, все остальное оставляем также. Смотрите, если у вас здесь в списке будет Afor присутствовать, неважно как называется, тогда выбираем его. Если у вас не будет этого пункта, значит у вас старая версия и вам нужно вручную добавить. Сейчас я приступлю, собственно, к рассказу, как это все сделать. Переходим в Studio Code Server, папку config. Здесь будет Custom Components, Salarman. Смотрите, как тут все происходит. Это дополнение Salarman. Оно содержит в себе вот такие файлы в папке Inverter Definitions. Вот под каждый инвертор есть такой файл, там на 300 строк. Здесь для каждого параметра указаны номера регистров и прочие вот данные, то есть масштаб, какое правило для парсинга применять, то есть потому что данные могут быть как-то signet, unsignet, знаковые, беззнаковые, с разной размерностью. И под каждый вот параметр, там мощность, напряжение, есть определенный свой регистр, с которого нужно считывать информацию. Вот. По умолчанию здесь есть вот PodDay, Safari, Solus и прочее. Я создал такой же файл для инвертора Afor. Ну, в моем случае он добавлен, потому что я добавил его вручную. У вас его может не быть, если вы установили только интеграцию, потому что автор изменения пока мои не принял. То есть не факт, что они вообще попадут как бы в официальный репозиторий. Поэтому, если у вас здесь нет никакого файла Afor, добавляем его сами. Создаем, неважно какое название файла, .yaml, и вписываем сюда содержимое файла, который я скину в описании. Такое на 300 строк. После того, как мы добавим весь этот текст, нам нужно перейти в файл const.py и посмотреть, есть ли у вас вот такая вот константа, где перечислен список вот таких файлов из этой директории. Если у вас такой константы нет, тут вместо нее какой-то код, тогда ничего не делайте, у вас все нормально. Если у вас есть такая запись, тогда сюда просто добавляем вот в кавычках название файла, который вы создали вот здесь. После этого вам нужно вернуться в Device, сервисы. Здесь вот Salarman. Нажать вот эту, Reload. Можно перезагрузить Home Assistant. И у вас здесь появится, собственно, список сенсоров. Они заработают не сразу, там может минута пройдет или что-то типа такого. И у вас появятся вот такие вот сенсоры, по которым можно нажать, там посмотреть частоту, историю изменения показаний сенсора. Есть косяк, что периодически данные могут отваливаться. То есть Wi-Fi стик с какими-то интервалами непонятными, он не подключается там с каким-то интервалом минут, но потом заново переподключается.
Статистика собирается быстрее, чем родной Solarman, то есть тут то ли каждую минуту, то ли даже быстрее, честно говоря, не замечал, как часто обновляются данные, но явно быстрее, чем Solarman. Чтобы добавить вот такую вот карточку информативную, где отображается, собственно, вся информация о аккумуляторе, сети, MPPT-хах, нам нужно установить через HAX фронтенд интеграцию вот по этой ссылке. SunSync Powerful Club. Ну, то есть это сделано для инверторов SunSync, но разницы никакой нет. Главное это показания сенсоров. А откуда они будут получаться, это уже не важно. Копируем просто данный репозиторий. И здесь вот также вот вставляем через Custom Repositories. Добавляем сюда. Ну, стандартно, как любая установка репозиториев. После того, как мы добавили ее, нам нужно вот настроить. То есть нам нужно, помимо того, что выстроить все вот эти вот там, что отображать, формат, стайл, кнопочки, нам нужно заполнить все entities. Но entities тут, естественно, их много. Я просто сделал уже все это для себя, и поэтому сделал вот такое вот, как бы такое изменение, дополнение, где всю конфигурацию я уже собрал. Все сенсоры я прописал. То есть вам нужно просто будет добавить эту карточку, открыть Show Coder Editor, вот этот вот код, и из моего репозитория просто взять и скопировать весь код, вставить сюда, сохранить. И, собственно, все будет отображаться. Потом просто можете выбрать там уже стайлы, как настроить там цвета и прочие всякие интеграции. Собственно, вот и все. Повторюсь еще раз, что иногда данные пропадают отсюда, то есть на какие-то мгновения даталогер отваливается и просто не получает данные. Ну, а в целом все нормально работает, можно там смотреть историю, можно добавлять во вкладку «Энергия» все параметры. На этом, я думаю, все. Все ссылки будут в описании к видео с детальным описанием, что куда. Все, спасибо всем.